10 лет назад вышел объектив-блинчик Canon 24 мм f2.8 STM под камеры Canon с байонетом EFS. Прошло уже достаточно много времени. Canon выпустил обновленную версию 28 мм f2.8 STM под байонет RF. Нельзя сказать, что это однозначный преемник, но объективы выглядят просто как близнецы. И вот я подумал, если у вас современная кроп-камера Canon вроде R7, R10, R50 или R100, имеет ли для вас смысл переплачивать за новую версию или все-таки сэкономить и купить старую? Сегодня мы с вами как раз об этом и поговорим. Объективы очень похожи с точки зрения размера и веса. Передняя линза больше у 24 мм объектива. Конструктивно новый объектив сложнее, у него больше оптических элементов. У каждого объектива есть фокусировочное кольцо и рычажок переключения между ручной и автоматической фокусировкой, с дополнительным положением Control у нового объектива. Байонеты у объективов металлические. Задняя линза нового объектива необычной формы, в виде многогранника. У Canon EFS 24 мм задняя линза имеет классическую круглую форму. А вот так объективы смотрятся на беззеркальной камере. 28 мм RF заметно компактнее, так как подключается к кабелю напрямую, без переходника. Но эта компактность не имеет особого смысла, если вы используете большую тушку. Вот тут, например, у меня Canon EOS R7 в обвесе. Чтобы прочувствовать компактность, нужна камера поменьше, например, Canon R50. Теперь поговорим о картинке, которую выдают объективы. Начнем с резкости. Слева 24 мм и 2.8, справа новый объектив 28 мм. Разницу между изображениями уловить крайне сложно. При максимальном увеличении кажется, что старый объектив выглядит чуточку лучше на открытой диафрагме. Но в целом оба объектива выглядят достойно как в центре, так и по краям кадра. Что касается виньетирования, это затемнение изображения по краям кадра, которое особенно заметно на открытой диафрагме, то оно чуть заметнее на старом объективе 24 мм. Кстати, скорость фокусировки объективов практически не отличается. А вот что касается шума при фокусировке, он разный. Можете сами оценить. Съемка макро мало кого интересует при выборе подобных объективов, но нельзя не отметить, что разница тут есть. Старый блинчик 24 мм явно больше приспособлен для съемки в режиме макро, МДФ здесь 16 см и увеличение макро 0,27. Эти показатели превосходят показатели 28 мм объектива. Как это выглядит на практике, вы можете видеть на экране. На примере колеса игрушечной машинки я показываю, насколько мы можем приблизиться к снимаемому объекту, используя эти объективы. Что касается боке, то оно тут практически одинаковое. Объективы формируют похожие кружочки на открытой диафрагме, а также похожие многоугольники на прикрытых значениях. У обоих объективов 7 лепестков диафрагмы, и сложно было ожидать, что картинки будут заметно различаться. Никакой разницы между объективами при работе в контровом свете я не увидел. Возможно, если снимать на солнце, объектив 24 мм соберет чуть больше бликов, просто из-за большего размера передней линзы. Но это опять же чистая физика. А теперь предлагаю посмотреть за работой объективов в реальных условиях.
Ну и какой же вывод мы с вами можем сделать, исходя из нашего сегодняшнего сравнения объективов? Ну, во-первых, с точки зрения 10 лет прогресса, он явно не заключается в улучшении оптических свойств, потому что с точки зрения получаемой картинки эти объективы, ну, если не одинаковые, они очень похожи. Но прогресс заключается именно в том, что у нас поменялся байонет, у нас теперь меньше рабочий отрезок у байонета RF, и поэтому Canon может делать более компактные объективы. Очевидно, что раньше объектив с подобным фокусным расстоянием и в таком вот форм-факторе, то есть объектив-блинчик, был невозможен к выпуску на зеркальных полнокадровых камерах. Сейчас это стало возможным, и объектив 28 мм, он теперь, блинчик, он теперь кроет полнокадровую матрицу. Если вы уже владеете объективом 24 мм 2.8 STM и думаете над тем, имеет ли смысл покупать вот этот объектив, то я вам могу сказать следующее. Если у вас камера компактная, современная беззеркалка от Canon, ну, например, R50 или R100, то, конечно, если вы хотите получить максимально компактный набор, то, естественно, имеет смысл перейти на 28 мм, потому что все-таки с переходником объектив 24 мм нельзя назвать чрезмерно компактным. И второй вариант, когда имеет смысл обновляться, это если вы планируете в ближайшее время перейти на полнокадровую беззеркальную камеру Canon. Ну, например, на EOS R6, там, EOS R8. И в принципе этот объектив вы можете купить заранее и использовать его сначала на своей кроп-камере. Это достаточно удобное фокусное расстояние для некоторых видов задач. Ну а потом перенести его, соответственно, на полнокадровую беззеркалку. А сейчас мы переключились на объектив 28 мм 2.8 STM. Сейчас он меня снимает совместно с камерой EOS R7. И, собственно, вы можете сравнить как качество видео, которое получается с 28 мм и 24 мм, так и угол обзора. Что касается разницы в цене между объективами, то она довольно существенная. Новый объектив R28 мм стоит в среднем в 2 раза дороже. Все дело в том, что тот же EFS 24 мм мы можем найти на вторичке по цене в районе там, $120, там, 10-12 тысяч рублей. Но RF 28 мм на вторичке, на момент, по крайней мере, съемки этого обзора, найти невозможно. И, соответственно, его нужно покупать новым, и он стоит уже в районе $250, там, в районе 24-25 тысяч рублей. Таким образом, мы с вами поговорили, когда имеет смысл перейти с 24 мм на 28 мм. Но что если у вас нет вообще никакого из этих объективов, а вам нужно примерно такое фокусное расстояние с такими характеристиками с точки зрения диафрагмы, с точки зрения размеров. Смотрите, если у вас уже есть переходник с байонета EF на RF, то и вы хотите очень сильно сэкономить, то, конечно, можете купить объектив 24 мм. Будет двукратная экономия в цене. Но если вот этот экономический аспект не слишком важен для вас, то, конечно, на перспективу логичнее купить 28 мм. Во-первых, если вы используете кроп-камеру, вы в дальнейшем, соответственно, можете перейти на полнокадровый и сохранить этот объектив. Во-вторых, в принципе, байонет RF, он современный, он, скорее всего, проживет гораздо дольше, и плюс вы получаете дополнительную компактность с новым объективом 28 мм. Вот такие у меня мысли. Какие мысли относительно этих двух объективов есть у вас? Пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу в Телеграме. Всем спасибо за внимание. Делайте правильный выбор.